Алексей Воронцов был успешным бизнесменом и наследником огромного состояния. Несмотря на богатство, он оставался человеком, который ценил искренность и добро. С детства рядом с ним была няня Галина Сергеевна, женщина, заменившая ему мать после ее ранней смерти. Она воспитывала его не как богатого наследника, а как порядочного человека, прививая ему уважение к людям, независимо от их положения. Когда Алексей объявил о помолвке с Вероникой, многие удивились. Она была красивой, эффектной и обладала утонченным вкусом, но при этом имела надменный характер. Она не скрывала своего презрения к тем, кто, по ее мнению, стоял ниже ее по статусу. Однако Алексей был ослеплен любовью и надеялся, что со временем она изменится. В день предсвадебного ужина он решил познакомить невесту с Галиной Сергеевной. Для него это был важный момент. Он хотел, чтобы дорогие ему люди нашли общий язык. Когда он привел пожилую женщину в роскошный особняк, Вероника посмотрела на нее с нескрываемым презрением. Галина Сергеевна была одета скромно, но в ее взгляде читались доброта и мудрость. Однако для Вероники этого было недостаточно, ее волновал только внешний лоск. С нескрываемым раздражением она дала понять, что появление няни в таком месте неуместно. Ее язвительные слова, сказанные с холодной усмешкой, заставили Галину Сергеевну опустить глаза. Атмосфера в зале мгновенно изменилась. Гости смутились, а сам Алексей почувствовал, как внутри него нарастает гнев. Он не мог поверить, что человек, которого он собирался сделать своей женой, способен на такое неуважение к женщине, которая посвятила ему свою жизнь. Молчать он не собирался. Не колеблясь ни секунды, он объявил, что свадьбы не будет. Его решение прозвучало громко и твердо, вызывая шок у присутствующих. Вероника попыталась протестовать, но Алексей уже не слышал ее. Он взял Галину Сергеевну за руку и покинул зал, оставив невесту среди гостей, которые не знали, как реагировать на столь неожиданный поворот. Спустя несколько месяцев в прессе появились новости. Алексей Воронцов не только разорвал помолвку, но и основал благотворительный фонд в честь своей няни. Он вложил в него значительные средства, чтобы помогать пожилым женщинам, посвятившим свою жизнь воспитанию детей. Для него это стало лучшим способом выразить благодарность тем, кто дарил заботу, не ожидая ничего взамен.